продолжаем рассказ о жизни академика Сахарова и продолжаем осмотр выставки «Андрей Сахаров. Человек эпохи». Во второй половине 60-х годов Сахаров по-прежнему один из ведущих конструкторов советского ядерного оружия. Но в это же время он думает о том, каким образом можно в мирных целях использовать те открытия, которые он сделал, работая в военной сфере. Еще в 50-х годах вместе с Игорем Таммом он написал 2 статьи, которые обосновывают возможность мирного использования тех физических процессов, которые протекают в момент взрыва водородной бомбы. Этот мощный термоядерный взрыв, который разносит все вокруг себя, а ведь на самом деле те же самые физические процессы можно заставить протекать внутри термоядерного реактора, который не разрушается. Но та огромная энергия, которая вырабатывается в результате термоядерного синтеза внутри этого реактора, преобразуется в электроэнергию. Сахаров и Тамм были теоретическими физиками. Они предположили, что это можно сделать. Но проблема в том, что в тот момент никто не обладал технологическими возможностями для того, чтобы реализовать термоядерный реактор. Температура плазмы внутри этого термоядерного реактора сопоставима с температурой, которая существует на звездах. Ни в 50-х, ни в 60-х годах никто не мог этого осуществить. Вот сейчас, в наше время, на юге Франции достраивается первый промышленный термоядерный реактор. Это огромный международный проект, который называется ИТЕР. В нем участвуют ученые, инженеры из многих стран, в том числе из России. Термоядерная энергетика – это энергетика будущего. Она более безопасна, чем атомная. Она не нуждается в радиоактивном топливе, и она не производит радиоактивные отходы. Сахаров таким образом думает о будущем, и он думает о мирном будущем. И одновременно с этим, по мере того, как для него остается все меньше и меньше вопросов и загадок в области ядерного оружия, он начинает все больше заниматься теоретическими проблемами фундаментальной физики, уже никак не связанными с военной сферой. И одновременно с этим он все больше внимания обращает на то, что происходит в социальном мире, в жизни людей. Уже в конце 50-х годов и особенно в 60-е годы все большее место в моем мире стали занимать общественные вопросы. Они вынуждали к выступлениям, действиям, отодвигая на задний план многое другое, в какой-то мере и науку. Принудительная отставка Хрущева в 1964 году и приход к власти Леонида Брежнева стали началом реакции и преследования инакомыслящих. 1965-67 годы были не только периодом самой интенсивной научной работы, но и временем, когда я приблизился к рубежу разрыва с официальной позицией в общественных вопросах, к повороту в моей деятельности и судьбе. Проблема холодной войны чрезвычайно его занимала. Как сделать так, чтобы снять эту страшную конфронтацию, которая в 1962 году чуть было не привела к гибели человечества? И Сахаров находит выход. Он называет это конвергенция. Конвергенция означает сходящееся развитие. Идея его такова. Он говорит, допустим, ваш капиталистический мир остается самим собой, и наш коммунистический мир остается самим собой. Но мы меняем отношение друг к другу. И вот если ваше общество будет стремиться не к победе над нами, а к развитию человека, и наше общество будет стремиться не к победе над вами, а к счастью людей у нас, то ваше общество и наше будут развиваться, как ни странно, вот по такой сходящейся траектории. И где-то там, наверху, в будущем, возникнет какое-то третье общество. Не капиталистическое, не социалистическое, а общество, основанное на правах человека. Вот это тупик, а вот это выход. Когда Сахарову пришло это в голову, он написал статью, которую меньше всего можно было от него ожидать. Он написал статью не по физике, а, как ни странно, политический и гуманитарный трактат. Большую статью под названием «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода. Свобода получения и распространения информации. Свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения. Свобода от давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли – единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру.
Он послал Брежневу свою статью и не получил никакого ответа. И тогда Сахаров отпустил свою статью в сам издат. Он позволил копировать ее, распространять, читать. Он хотел, чтобы большое количество людей смогло ознакомиться с этой статьей. Он хотел получить от них какую-то критику, замечания. Случилось так, что это был год Пражской весны. Казалось, что в Чехословакии происходит, наконец, то, о чем мечтали столь многие в социалистических странах. Социалистическая демократизация, отмена цензуры, свобода слова, оздоровление экономической и социальной систем, ликвидация всесилия органов безопасности внутри страны, безоговорочное и полное раскрытие преступлений и ужасов сталинского периода. Сначала эта статья вышла на голландском языке в голландской газете «Het Parool», потом она была опубликована на английском языке в газете «Нью-Йорк Таймс», потом ее подхватили, она была переведена на множество языков, и в течение года она была издана во многих странах мира гигантским тиражом 18 миллионов экземпляров. Каждый из этих экземпляров прочитал не один человек. На тот момент большие тиражи имели только две книги. Это была Библия и сборник цитат Мао Цзэдуна. Для Сахарова это имело самые драматические последствия. Ему было отказано впредь в праве работать над секретными военными темами. Он больше не имел доступа на объект, он больше не занимался ядерными вооружениями. Его взял на карандаш КГБ. И отныне он переселился в Москву и стал просто одним из научных сотрудников Физического института Академии наук СССР. В это время он теряет жену. Клавдия Алексеевна умирает от рака. И для Сахарова это страшное потрясение. Он теряет женщину, с которой он прожил 25 лет, которую он любил, которая родила ему детей. Они только что стали дедушкой и бабушкой, их старшая дочь родила им внучку. Когда Клавдия Алексеевна ушла, Сахаров тяжело переживал ее смерть. И для того, чтобы сделать что-то в ее память, он пожертвовал все деньги, которые скопились у него на счету, на благотворительность. 130 или более тысяч рублей. По тем временам это была огромная сумма. Ну, достаточно себе представить, что новый автомобиль стоил 4000 рублей. Он потерял жену, он потерял работу, он оказался в новой для себя среде. Очень многое в его жизни обновилось. Этот 1968 год стал в его жизни действительно переломным. Оказавшись в Москве, он знакомится с правозащитниками. В 1970 году он становится одним из основателей одной из первых правозащитных организаций в нашей стране под названием «Комитет прав человека». Это была очень маленькая организация, которая ставила своей задачей анализировать ситуацию в стране и вырабатывать рекомендации для руководства страны, что нужно поменять в советской системе для того, чтобы обеспечить соблюдение прав человека и благодаря этому поступательное прогрессивное развитие Советского Союза. В то же самое время он знакомится с женщиной, которая вскоре станет его второй женой. Елена Георгиевна Боннер была человеком из правозащитной среды. Она занималась тем, что мы сейчас бы назвали сбором и распределением гуманитарной помощи для семей правозащитников, которые оказались в тюрьмах. Елена Георгиевна была чуть моложе Андрея Сахарова. Им было уже к 50 годам. Он был вдовец со взрослыми детьми. Она была разведена, у нее тоже были взрослые дети. Когда они встретились, они очень сильно и быстро полюбили друг друга. Часто думают, что в таком возрасте любви у людей уже не бывает. Бывает. И мало того, что они полюбили друг друга просто как мужчина и женщина, но с ними произошло то редкое счастье, к которому стремятся все, но которое отнюдь не каждому в жизни дается. Они нашли друг друга как две половинки. Люся дала мне счастье, сделала жизнь более осмысленной. Ее же жизнь оказалась при этом такой трудной, трагической, но тоже, я надеюсь, получившей новый смысл. В 1971 году они поженились. Простые участники правозащитного движения находятся под угрозой. Время от времени их арестовывают, их ссылают, их сажают, их помещают в психиатрические больницы. С Сахаровым сделать это невозможно. Сахаров очень влиятельный человек. Он академик Академии наук СССР. Он трижды герой социалистического труда. Он отец советской водородной бомбы. Он очень-очень известен. И это служит для него некоторого рода зонтиком.
В 1975 году в жизни Сахарова произошло очень важное событие. Ему была присуждена Нобелевская премия. Он получает Нобелевскую премию мира, так, как если бы он был политический деятель, гуманитарный деятель. Сахаров не получил разрешения выехать в Осло для участия в этой церемонии. Елена Георгиевна поехала туда, и на Нобелевскую трибуну вместо академика Сахарова вышла его жена. И она прочитала с этой трибуны замечательную Нобелевскую лекцию Сахарова. Мир, прогресс, права человека – эти три цели неразрывно связаны. Нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими. Я убежден, что международное доверие, взаимопонимание, разоружение и международная безопасность немыслимы без открытости общества, свободы информации, свободы убеждений, гласности, свободы поездок и выбора страны проживания. Я убежден также, что свобода убеждений, наряду с другими гражданскими свободами, является основой научно-технического прогресса и гарантией от использования его достижений во вред человечеству, тем самым основой экономического и социального прогресса, а также является политической гарантией возможности эффективной защиты социальных прав. Таким образом, я защищаю тезис о первичном, определяющем значении гражданских и политических прав в формировании судеб человечества. Существует замечательный документ ЦК КПСС, на тот момент секретный, а сейчас рассекреченный и всем доступный, который имеет чудесный заголовок. О мерах по компрометации решения Нобелевского комитета о присуждении Нобелевской премии мира Сахарову А.Д. И на него обрушился вал отвратительных и злобных публикаций в газетах. Вся страна из этих публикаций узнает, что есть такой неблагодарный академик Сахаров, который вместо того, чтобы поддерживать свою страну в борьбе с ее политическими врагами, высказывает какие-то пораженческие идеи. От него отрекаются публично своими подписями коллеги-ученые. Он оказывается в изоляции. Он получает по почте письма людей, которые, начитавшись этих газет, пишут ему возмущенно о том, как они его ненавидят. Но одновременно он получает по почте письма людей, которые выражают ему поддержку. Так продолжается до начала 1980 года. КГБ следит за Сахаровым, но не может сделать ему ничего уж такого совсем страшного. А Сахаров, понимая, что он находится под колпаком у своих собственных спецслужб, тем не менее ведет себя бесстрашно. Он пишет то, что он считает нужным. Он передает эти тексты иностранным журналистам. Он публикует с их помощью это. Он поддерживает своих товарищей-правозащитников, в том числе и тех, которые оказались в тюрьмах и лагерях. Он старается быть голосом правозащитного движения. В самом конце 1979 года происходит трагическое событие. Советские войска вводятся на территорию Республики Афганистан. Это происходит буквально под Новый год 80-го года. А 80-й год очень важный. В 80-м году в Москве должна пройти Олимпиада. СССР долгое время был практически почти совсем закрытой страной. Иностранцев в нашей стране было очень мало. И вот в нашей стране пройдет Олимпиада. Это значит, что приедет огромное количество иностранцев. Приедут спортсмены, болельщики, журналисты. Перед центральной трибуной стадиона делегация Афганистана. Они приедут в страну, которая только что ввела свои войска на территорию другой суверенной страны. И Сахаров дает комментарий очень резкий. Он говорит о том, что введение советских войск на территорию Афганистана – это нарушение международного права. За этот резкий комментарий он поплатился. В январе 80-го года он, как обычно, с утра выходит из дома и садится в присланную за ним академическую машину для того, чтобы ехать на работу в Физический институт Академии наук. И вдруг посреди движения эту машину блокируют, останавливают. Выходят какие-то люди в штатском и говорят ему: «Перейдите в нашу машину, пожалуйста». Его везут в Генеральную прокуратуру СССР. И там ему сообщают о том, что принято решение о том, чтобы в 24 часа выслать его за пределы Москвы.
Ему говорят, вы будете жить в городе Горьком. Горький – это современный Нижний Новгород. Это опять где-то около исторической родины семьи Сахаровых. Это большой, хороший промышленный город на Волге, в глубине страны. В тот момент у Горького есть одна особенность – это закрытый город. Там много оборонных предприятий, и в такие города вообще никаких иностранцев ни под каким видом никогда не допускали. Сахаров спрашивает, могу ли я взять с собой жену? Ему говорят, ну да, пожалуйста, спросите ее, если она захочет, она может с вами поехать. Он звонит ей и говорит, меня высылают, ты поедешь со мной? Она говорит, да. Ему сообщают о том, что принято решение лишить его государственных наград. На секретном указе Верховного Совета, где говорится об этом, он пишет, награды сдать отказываюсь. В тот же день Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич на специальном самолете отправлены из Москвы в Горький. И там их поселили на дальней окраине города, в обычной квартире на первом этаже обыкновенного жилого дома. Это была удивительная квартира. Большая четырехкомнатная квартира, в которой не было телефона, которая находилась под постоянным круглосуточным наблюдением сотрудников КГБ. Вот здесь есть схема, на которой очень хорошо видно, как Сахаров и его жена там жили. Войти в эту квартиру можно было только мимо постоянного круглосуточного поста милиции. С января 1980 года по решению властей в Горьком проживает академик Андрей Дмитриевич Сахаров и его жена Елена Боннер. На проспекте Гагарина в доме номер 214 Сахаровы занимают квартиру из 4 комнат на первом этаже. Милиционер сидел в коридоре перед нашей дверью все 7 лет неотлучно. Стоял столик на лестничной площадке, и за ним спиной к нашей двери сидел милиционер. Выхожу я или Люся, он сидит неподвижно, не поворачивается, не здоровается. Утром один из нас выходил за газетой, которую почтальон оставлял у него на столике. Ему было запрещено звонить в нашу дверь. И наш милиционер молча протягивал газету через плечо. В тот момент компьютер еще не изобретен, интернет не изобретен, мобильных телефонов не существует. Обычного проводного телефона в этой квартире нет. Если Сахаров или Боннер хотят позвонить по телефону и заходят к своим соседям в том же доме, у соседей внезапно ломается телефон. Если они выходят из дома и идут на почту для того, чтобы воспользоваться там телефоном, проблемы с телефонной связью начинаются у всего города Горького. Они находятся в абсолютной информационной изоляции. Для того, чтобы Сахаров не мог говорить. Все только ради этого. Но люди, придумавшие эту конструкцию, не учли одну важную вещь. Что у Сахарова была верная и любящая жена. Вот в этот момент их замечательный семейный союз показал себя с боевой стороны. Елена Георгиевна становится голосом Андрея Дмитриевича. И в первые 3 года ссылки Елена Георгиевна совершает около 100 поездок из Горького в Москву и обратно. И всякий раз, приезжая в Москву, она выводит из Горького рукописи Сахарова. Она встречается здесь с правозащитниками, она встречается здесь с иностранными журналистами. Все примененные ко мне меры не имеют даже видимости законности. Это часть общей жестокой кампании против инакомыслящих, попытка заставить меня замолчать и облегчить расправу над другими. Каждый раз, когда моя жена уезжает, я не знаю, сможет ли она беспрепятственно доехать и вновь благополучно вернуться ко мне. Что еще ждет нас, предсказать невозможно. Единственная наша защита – гласность, внимание друзей во всем мире к нашей судьбе. Каково им приходилось? Ну, достаточно посмотреть вот на эту фотографию. Вот стоит Сахаров, а в руках у него сумка. Кажется, что он вышел в магазин за хлебом. На самом деле в этой сумке его рукописи. В тот момент, когда он и вместе с женой выходил из дома и оставлял квартиру пустой, в этот момент в квартиру заходили какие-то люди и производили обыски. И не раз случалось так, что из их квартиры пропадали рукописи. Когда они заметили это,
Все свое Сахаров носил с собой. Находясь в изоляции, Сахаров был вынужден прибегать к очень жесткому и опасному средству – голодовке. Началось с того, что невеста его пасынка, сына Елены Георгиевны, не получает разрешения на выезд из СССР. Когда Елена Георгиевна вышла замуж за Сахарова, ее взрослые дети стали подвергаться преследованиям. Ее сын эмигрировал, у него была невеста. Невеста хочет поехать за ним, а ее не выпускают. Ее звали Лиза Алексеева. Лиза Алексеева должна оставаться в СССР, несмотря на то, что ее жених выехал за границу. Сахаров хочет добиться для Лизы возможности поехать в США. Как это сделать? И он вместе с Еленой Георгиевной объявляет голодовку. Голодовка – это страшное средство. В его распоряжении остается последнее – свое физическое существование. Дело было не в том, что Сахаров держал голодовку и рисковал своей жизнью ради того, чтобы его пасынок мог жениться. Дело было в том, что он держал эту голодовку ради того, чтобы добиться права на свободу передвижения для всех. Не только для Лизы Алексеевой, для всех людей в СССР. Ему удалось добиться своего. Для того, чтобы он прекратил голодовку, Лизу Алексееву отпускают. А через некоторое время КГБ сообразило, что они зря недооценили Елену Боннер. Ее задерживают, изымают у нее те рукописи, которые она везла в Москву. И ей предъявляют обвинение официально. Вот у нее был и суд, и обвинение, и приговор. Ее приговорили к 5 годам ссылки по месту пребывания мужа. И захлопнулась эта мышеловка. Все. Вот теперь Сахаров лишен голоса. И в этот момент состояние здоровья Елены Георгиевны резко ухудшилось. Состояние ее здоровья требовало срочной операции аортокоронарного шунтирования. Сейчас это операция, которую мы хорошо знаем, ее делают в очень многих больницах, она спасает жизни. Но тогда эту операцию только-только разработали, и делать ее умели только в Америке. Сахаров начинает борьбу не только за жизнь своей жены, но и за жизнь всех тех людей, которые могли бы воспользоваться этой возможностью и были ее лишены. Он опять снова объявляет голодовку. На Западе разворачивается целая кампания в поддержку Сахарова и Боннер. Что же делать? И Сахарова насильственно госпитализируют, и в больнице подвергают процедуре насильственного кормления. Эта процедура совершается так. Несколько человек наваливаются на сопротивляющегося человека, его бросают на кровать, ему зажимают нос, и когда он, задыхаясь, открывает рот, в рот ему вливают еду, а иногда загоняют трубку в горло, и по этой трубке вливают жидкую пищу. В такой момент человек может умереть. Однажды во время такой процедуры Сахаров пережил микроинсульт. Вот на этой фотографии можно увидеть, во что он превращается. Она сделана между 2 голодовками. Рядом с ними Елена Георгиевна. Видно, что она выглядит постаревшей и не очень здоровой. Это, скорее всего, закончилось бы его смертью и ее смертью. 2 пожилых, не очень здоровых человека долго не выдержали бы это противостояние с государством. Но опять, как часто случалось в его жизни, произошло нечто непредвиденное. Один за другим умирают старые руководители советского государства. Сначала умирает Брежнев, на его место приходит Андропов. Андропов тоже старый, болен, он тоже вскоре умирает, на его место приходит Черненко, тоже очень старый и очень больной, и тоже вскоре умирает. И на его место приходит и становится генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев. Михаил Горбачев – человек совершенно нового поколения, не сталинского. Он довольно молод, и он имеет совершенно другие, новые, свежие идеи. Он получает в наследство от Черненко вот эту ужасную ситуацию в Горьком, где есть Сахаров и Боннер, которые находятся в полной власти КГБ, и постепенно угасают и умирают. И он получает огромную международную кампанию солидарности с ними и понимает, что имидж Советского Союза, как мы бы сейчас выразились, очень страдает от того, что происходит в Горьком. Он принимает очень важное решение. Давайте выпустим эту женщину за границу. Но ведь если она умрет, кому станет от этого лучше? Елена Георгиевна едет в Америку, там ей делают операцию аортокоронарного шунтирования, ей спасают жизнь, она проходит период реабилитации, и дальше, вопреки ожиданиям, она принимает решение вернуться. Но она едет не прямо в Горький, не прямо в СССР, а совершает еще тур по Америке и по Западной Европе. И ее принимают главы государств и правительств.
И понятно, что дело не в том, что она жена Нобелевского лауреата. В мире много нобелевских лауреатов. Ее принимают потому, что она жена академика Сахарова, и потому, что тем самым главы Великобритании, Франции дают сигнал Горбачеву. Они говорят: мы следим за судьбой этого человека в городе Горьком. И 15 декабря 1986 года происходит неожиданное событие. Почти 7 лет в этой квартире не было телефона. И вдруг, без всякого приглашения, ни о чем не предупреждая, в эту квартиру является сотрудник КГБ, и с ним сотрудник, который начинает устанавливать телефон. Раздается телефонный звонок. И удивительное дело, Сахарову звонит лично глава государства Михаил Горбачев для того, чтобы сказать: вы свободны. Через 3 дня Сахаров и Боннер уже выходили из поезда на Ярославском вокзале в Москве. В советской прессе писать об этом было запрещено. А иностранные журналисты сбежались все, потому что они понимали, что если этот новый молодой генеральный секретарь простил академика Сахарова и разрешил ему вернуться, это значит, что в этой стране что-то будет сильно меняться. Вот на этой фотографии видно, какая огромная толпа встречала Сахарова и как его чуть было не затоптали. Он возвращается в свою московскую квартиру, он возвращается в физический институт Академии наук, он возвращается в общественную жизнь. И это совершенно не та страна и не та жизнь, из которой его насильственно изъяли в 80-м году. Проходит несколько недель с момента его возвращения, и Горбачев впервые произносит слово «перестройка». Это политический курс, который он пытается проводить для того, чтобы совершить какой-то немыслимый маневр. С одной стороны, сохранить советскую власть, а с другой стороны, демократизировать ее. Не могу исключить, что и Горбачев, и его ближайшие сторонники сами еще не полностью свободны от предрассудков и догм той системы, которую они хотят перестроить. Перестройка сложившейся в нашей стране административно-командной структуры экономики крайне сложна. Без развития рыночных отношений и элементов конкуренции неизбежно возникновение опасных диспропорций, инфляция и другие негативные явления. Одна из важнейших идей Горбачева состояла в том, что он должен найти себе новую опору в обществе. И для этого созывается съезд народных депутатов СССР. Завязалась впервые за долгие годы в нашей стране острая политическая предвыборная борьба. Свет возможных перемен только забрезжил, но в душах людей появилась надежда, появилась воля к политической активности. Именно эта активность народа сделала возможным избрание тех новых, смелых и независимых людей, которых мы увидели на съезде. Выборы происходили по квотам. Скажем, Академия наук СССР, как очень большая общественная организация всесоюзного масштаба, могла выдвинуть на съезд народных депутатов определенное количество депутатов от Академии. И Сахарова избирают депутатом первого съезда народных депутатов. В Советской Конституции была статья 6, которая гласила: руководящей и направляющей силой советского общества является Коммунистическая партия Советского Союза. И изъятие 6 статьи Конституции стало одним из главных программных требований Сахарова. Он несколько раз выступал с трибуны съезда. Пожалуй, наверное, он был одним из самых активных выступающих, одним из самых активных депутатов. Это был 9 июня 1989 года. В этот день Сахаров уже выступал. И вот он снова просит слова. Он должен был предложить целую программу демократических перемен, которые, по его глубокому убеждению, могли бы в тот момент спасти страну, которая с огромной скоростью двигалась к полнейшему краху. Он просит слова, и Горбачев ему дает возможность еще раз выступить. Он говорит принципиально значимые вещи. Их нельзя сказать коротко. Время у него кончается, а он еще не закончил. Существует совершенно поразительная видеозапись, которая показывает атмосферу в зале, когда на этого пожилого, больного, неспортивного человека, стоящего на трибуне, из зала идет просто вал ненависти. Огромный 3000-й зал, топает ногами, хлопает, свистит и, по-моему, даже лает. А он стоит на трибуне и удивительным образом их не боится. У нас самая большая армия в мире. Больше, чем в СССР, чем у США и Китая вместе взятых. Я предлагаю создать комиссию
для подготовки решения о сокращении срока службы в армии ориентировочно в 2 раза для рядового и сержантского состава, соответствующим сокращением всех видов вооружения, но со значительно меньшим сокращением офицерского корпуса с перспективой перехода к профессиональной армии. Такое решение имело бы огромное международное значение для укрепления доверия и разоружения, включая полное запрещение ядерного оружия, а также огромное экономическое и социальное значение. Мое выступление имеет принципиальное значение, я продолжаю. Все. Частность... Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров, вы уважаете съезд или нет? Те предложения, с которыми он тогда выступал, не были приняты. И подобные вещи давались ему очень тяжело. 14 декабря 1989 года он внезапно умирает. Он не болел. Это произошло совершенно неожиданно. Это был день, свободный от заседания съезда, уже 2-го съезда. Завтра он должен был выступать. А сегодня он давал очень долгое интервью кинодокументалистам из Казахстана, которые снимали большой фильм про Семипалатинский ядерный полигон. Он побывал на заседании межрегиональной депутатской группы. И там выступал и слушал своих товарищей. А потом он приехал домой и в ожидании ужина сел готовиться к своему завтрашнему выступлению на съезде. И когда Елена Георгиевна пришла позвать его ужинать, она обнаружила его лежащим в коридоре мертвым. Он не болел, просто его сердце мгновенно остановилось. Вот так он был вырублен из этого горячего процесса совершенно внезапно. Никто не ожидал этого. Прошло совсем немного времени, и была отменена 6-я статья Конституции СССР. И история нашей страны со скрипом повернулась в новое русло. Андрей Сахаров, он оставил нам очень много. Он оставил нам безопасный мир. Он оставил нам возможность не бояться дождя и не ожидать завтра ядерной войны. Он оставил нам планетарное мышление и ощущение братства со всем человечеством, чтобы нас не разделяло и от чего бы мы не ссорились между собой. Он оставил нам огромные физические открытия. Он завещал нам энергетику будущего, которая будет у нас вот-вот. Он познакомил нас с правами человека, и та конституция, по которой мы сейчас живем, открывается главой о правах и свободах человека в России. Мало кто из людей сделал столько для своей страны и для человечества в целом. Мы не можем научиться у академика Сахарова, как быть гениальным ученым. Это невозможно, это природное дарование. Но из его биографии мы можем научиться самому главному. Как твердо отстаивать истину, как приходить к ней путем добросовестных рассуждений и дальше твердо стоять на ее защите. Как не бояться трудностей, не ломаться, когда тебя не понимают, добиваться своего, даже если ценой этого станет жизнь, потому что это приемлемая цена за огромные достижения. Спасибо. Я не профессиональный политик. И, может быть, поэтому меня всегда мучают вопросы целесообразности и конечного результата моих действий. Я склонен думать, что лишь моральные критерии в сочетании с непредвзятостью мысли могут явиться каким-то компасом в этих сложных и противоречивых проблемах. Я воздерживаюсь от конкретных прогнозов, но сегодня, как и всегда, я верю в силы человеческого разума и духа.